Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео я покажу, что я ем в течение дня, весь свой рацион, какой он у меня сегодня. По правде, я питаюсь в последнее время так более интуитивно, но я знаю уже как бы на глаз, я умею определять примерный колораж своего рациона. То есть на день у меня выходит около 1500 килокалорий. То есть я сейчас даже пересчитала вот все, что вам планирую сегодня показать, и там получилась как раз примерно эта цифра. Единственное, что в сегодняшнем рационе отличается, то что перекус у меня сегодня будет не между завтраком и обедом, как обычно, а между обедом и ужином, потому что у меня там в первой половине дня планы, мне нужно будет уехать, у меня будет фотосессия, и я не хочу перед ней много есть, понятно, на полный желудок, мне потом будет не очень комфортно там. Вот, поэтому обед у меня будет, когда я вернусь домой, и перекус тоже уже после него, а ужин, наверное, будет позже, посмотрим. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, і обов'язково нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити випуск нових відео. А також підписуйтесь на мій другий канал, де усі мої відео виходять українською, тому якщо ви з України, то обов'язково приєднуйтесь. А також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал, якщо бажаєте познайомитися зі мною ближче. Итак, на завтрак я решила попробовать новый рецепт. Для него я взяла 300 граммов творога 5% жирности, творог был пастообразный, и добавляю к нему 2 куриных желтка. Белки мне не понадобятся, я их поставлю в холодильник, через пару дней буду готовить как раз из них торт. Добавляю немного соли, также добавляем сушеный чеснок. Примерно 1 чайную ложку и 50 грамм тертого пармезана. Также я разморозила 100 грамм шпината. Кстати, поняла свою ошибку, надо было мне его еще измельчить в блендере, так он получился крупными кусочками. Поэтому, если захотите повторить этот рецепт, то шпинат советую измельчить более мелко. Перемешиваем все вместе. Ну и теперь добавляем муку, 100 грамм, у меня рисовая мука, можно использовать любую на ваш вкус. Поверхность также посыпаю слегка мукой, и теперь из этой массы катаем колбаску. Кстати, этот сам рецепт у меня на 3 порции рассчитан, так что имейте это в виду. Делаем вот такую вот тоненькую колбаску и нарезаем ее на маленькие кусочки. Это у нас будут ленивые вареники. Кстати, это то самое блюдо, которое у меня не всегда получается, поэтому я довольно редко его готовлю. В общем, из каждого кусочка нам необходимо слепить что-то более-менее цельное, например, вот такие вот маленькие колбаски. Либо же можно слепить их вот так более красиво. Отправляем их в кипящую подсоленную воду и варим буквально пару минут. Главное, чтобы они не разварились. Вот такие у меня они получились на 1 порцию. И хоть это блюдо на тарелке выглядит, ну, как-то так себе, на самом деле это оказалось просто нереально вкусно. Я думаю, если еще их дополнить каким-нибудь чесночным соусом, это будет просто бомба. Вообще этот рецепт изначально моя мама попробовала в ресторане и мне как бы описала, как такое можно приготовить. И когда я попробовала, просто, честно говоря, была в шоке от того, насколько получилось вкусно. Оторваться от них было просто невозможно. Поэтому советую всем обязательно попробовать этот рецепт. Ну а на обед сегодня буду готовить пасту с креветками. Вспомнила этот рецепт, хотя когда-то еще несколько лет назад я его уже снимала, но даже сама не смогла найти, поэтому сейчас думаю, самое время его обновить. Пару зубчиков чеснока мелко нарезаем, также нам понадобятся помидорки черри, их я просто разрезаю пополам. Разогреваю сковородку, добавляю 1 чайную ложку кокосового масла и сначала начинаю обжаривать на ней чеснок. Буквально полминуты, он очень быстро начинает пригорать, поэтому сразу же добавляю 100 грамм уже размороженных креветок. Их необходимо просто слегка подрумянить, так как они уже и так вареные, замороженные были. На это ушло буквально пару минут. Как только у них такая золотистая корочка появилась, добавляем 100 мл сливок 10% жирности. Также сразу немного соли и перца. Параллельно у меня уже варятся макароны из твердых сортов пшеницы. Макарон я взяла в сухом виде 100 грамм. Макароны уже отваренные, добавляем их на сковородку, также я уже добавила черри. Все теперь вместе перемешиваем, чтобы соусом равномерно продукты пропитались. И я добавляю еще итальянские травы сверху, они отлично сочетаются со всеми продуктами. Вот такой вот обед получился, очень вкусный, очень сытный. А сверху добавила еще немножко тертого пармезана, ну тут его буквально грамм 5. Еще мне нравится, что такой обед готовится, ну, буквально 15 минут, наверное, это максимум, который ушел на его приготовление.
Но получается очень вкусно, ничуть не хуже, чем в ресторане. Хочу напомнить, что вы всегда можете приобрести готовые меню для похудения на моем сайте olyapins.com. Если вам хочется худеть, но при этом питаться разнообразно, разные интересные блюда готовить вот наподобие вот этой пасты с креветками, то могу посоветовать вам присмотреться к меню 21 день. Оно состоит именно из подобных рецептов, и с ним можно запросто терять лишний вес, при этом питаясь вкусно и разнообразно. Так что, кому интересно, оставляю для вас ссылочку в описании. Перекус будет довольно быстрый и простой. Здесь у меня 150 грамм греческого йогурта жирностью 5% и 20 грамм орешков. На ужин будем готовить блюдо, которое я уже не так давно показывала вам в видео с подборкой полезных ужинов. Очень оно мне нравится, поэтому я за этот месяц его, наверное, уже раза 4 точно готовила. Хотя минус в том, что цветная капуста сейчас зимой стоит довольно дорого, поэтому я думаю летом попробовать заморозить ее уже в измельченном виде. Очень удобно это делать с помощью измельчителя, либо же можно просто натереть на терке. Главное, чтобы не измельчать капусту слишком мелко. Примерно вот такой фракции она должна выйти. Как я уже сказала, летом хочу попробовать заморозить ее в таком виде. Не знаю, как получится, будем экспериментировать. Разогреваем сковородку, добавляем немного масла и отправляем на нее цветную капусту. Я ее взяла 400 грамм, так как готовлю на 2 порции себе и мужу. Если готовите на 1 порцию, делите на 2. 200 грамм замороженного горошка, перемешиваю, накрываю крышкой на пару минут, чтобы он у нас разморозился, и капуста заодно тоже немножко протушилась. Далее в отдельной емкости возьму яйца, 4 штуки, на 1 порцию возьму 2. Перемешаю их вилочкой. Кстати, можно добавить и белки, вот те, что остались от сырников у нас, точнее от ленивых вареников. Но я их приберегу на потом, так как они мне будут нужны для тортика. Продолжаем готовить еще буквально пару минут, постоянно помешивая, чтобы яйцо схватилось, и вот такая вот вкуснятина у нас получилась. Действительно очень вкусно. Можно еще, кстати, добавить немного тертого сыра. Не забываем, конечно же, в процессе добавить немного соли, перца. По вкусу можно даже какие-нибудь специи добавить. И очень вкусный и полезный ужин готов. Итак, мне осталось есть только ужин, и на сегодня это уже будет все. Хотя, может, еще позже выпью немного чая травяного. И еще рассказывала вам уже в предыдущих видео, что перед сном пью коллаген. Но я надеюсь, что видео это вам понравилось, было для вас интересным, полезным. И если это так, то буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео. И не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля. Увидимся с вами в следующих роликах.